Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний сеанс гадания на картах Таро мы посвятим просмотру отношений и узнаем, что будет дальше между вами. Будете ли вы вместе? Расклад Таро для мужчин, для женщин на отношения. Но, в принципе, будете концентрироваться на вопросах своих, но я буду смотреть ситуацию из потока. Поначалу, как всегда, мы начнем с того, что посмотрим, что за ситуация между вами, да, вот какие обстоятельства или какие энергетики или что влияет на ваше поле отношений, да, что между вами на здесь и сейчас, и чтобы вы могли понимать, чей это расклад или кто пришел на расклад. Настройтесь на себя, на своего мужчину, на свою женщину, на своего партнера. В ближайшее время, смотрите, ой, кто-то лишний тут есть, или что-то изнутри вас распирает, разрывает. Ну, это так, что-то рвется, что-то лишнее рвется на пространство. Да? Давайте начнем. Первая карта. Ну, здесь отношения, в них есть обида и унижение. Прежде всего, унижение. Тут, смотрите, поскольку это действительно общий расклад, либо унижают вас, либо вы унижаетесь, ну, либо, может быть, ваш партнер чувствует себя униженным. Кто-то из вас чувствует себя униженным, либо самооценка может быть не на должном уровне. Лилия. Мужчина, возможно, ведет себя благородно, а женщина чувствует себя униженной. Ну, как бы мужчина так считает, что он ведет себя благородно, или он не замечает, что какими-то своими действиями притесняет женщину. Все-таки здесь женщина больше униженная, да, а мужчина больше возвышенный. Ну, как минимум, мужчина, может быть, не понимает, что своими действиями он как-то влияет либо на самооценку женщины, либо на ее статус в отношениях, как минимум, да, не придает, может быть, ей должного значения в отношениях. Мужчина, кстати, здесь король пиковый, Лилии, скорее всего, это водолей, близнец или весы. Значит, смотрите, здесь есть сила по центру, она, значит, все вращается вокруг силы. Первое, вокруг силы, вокруг сильного мужчины, вокруг сильного унижения. Унижение дальше всего от силы, поэтому прежде всего идет сила, потом сильный мужчина, а потом, если вдруг и есть это унижение, то сильное унижение. Может быть сильная обида. Если человек один другого унижает, то, естественно, второй, ну, скорее всего, обижается. Тем не менее, в обстоятельствах ваших отношений присутствует некая сила, которая прежде всего влияет на мужчину, а во-вторых, уже, во-первых, влияет на мужчину, а во-вторых, уже на женщину. Ну, смотрите, то, что происходит, оно происходит сейчас, и есть такая тенденция, что оно будет происходить. То есть история не закончена. Ну и последнее. Ну, смотрите, здесь женщина находится не в лучшей позиции или не в ресурсе. С одной стороны, она унижена, с другой стороны, она вроде бы как марионетка. А мужчины, смотрите, если вы чувствуете, что вами манипулируют, ну, возможно, вами и манипулируют. Хотя вы будете казаться себе достаточно сильным мужчиной, там, умным мужчиной, самостоятельным. Но, тем не менее, тогда вами может манипулировать женщина. Это я для мужчин говорю. Но вообще здесь такая ситуация, что здесь как было какое-то недопонимание и манипуляция, униженность и выгадывание каких-то своих интересов в этих отношениях. Как было, так и есть, так и будет такая тенденция. Видите, мост, он как бы с прошлым связан и дает эту тенденцию продолжать, да, возможность продолжать. Возможность манипулировать, злоупотреблять ситуацией или сохранять неприятную ситуацию в будущем, да, то есть ну, может быть, есть какая-то сила, да,
которые заставляют управлять мужчиной и женщиной, да, или быть заложником обстоятельств и ситуации. Ну, прежде всего, дело в силе, как говорится. Давайте вот ситуации мы посмотрели, да. Ну, у меня такое ощущение, что кто-то хитрит и манипулирует пока что достаточно сильно. Это как было, так и есть, и это используется, да, для того, чтобы удержать эту ситуацию, ну или как минимум ее продлить, да, или быть в этой ситуации как можно дольше находиться. Давайте посмотрим теперь все-таки, что происходит между вами сейчас. Именно вот не как с точки зрения, какая конкретная ситуация, да, и что главное, а вот что происходит в общем. Вот давайте начнем с чувств. Есть униженность, да, и она мне о чувствах больше. Вот что он чувствует по отношению к вам вот прямо сейчас? Ну, он чувствует, что он управляет вами. То есть мужчина чувствует себя хозяином ситуации. Выпадает князь, а женщина, естественно, имеет карту униженности, да. То есть она играет вторую скрипку, вторую роль, не главную роль. И, как знаете, как будто бы мужчина распоряжается временем, может быть имуществом, может быть силой, может быть обстоятельствами, формирует некий такой ритм, да, или он формирует пространство. Поэтому он чувствует себя хозяином или князем этой ситуации, или господином в этой ситуации. Окей, ну, соответственно, женщина тогда и унижена, потому что она неравноправная в этих отношениях, не чувствует каких-то своих прав, да, или чувствует себя зависимой и, допустим, пытается сделать мужчину зависимым, да, даже если она пытается. Ну, мужчина здесь имеет какие-то свои ресурсы, да, свою власть, свою силу, и она не может как бы его зацепить. Хорошо, давайте посмотрим, вот что происходит в его жизни, да, что влияет на ваши отношения. Ну, смотрите, во-первых, идет борьба. В его жизни происходит борьба, и это влияет на ваши отношения. И в вашей жизни может присутствовать еще одна женщина, которая тоже как бы борется за этого мужчину. Знаете вы о ней или нет? Ну, скорее всего, знаете, потому что по мечам здесь Водолея, здесь весы. Водолей — это четкое знание и понимание, а весы — это равновесие, то есть, ну, или связи. То есть вы, может быть, даже этого человека как-то с ним контактировали. Поэтому, ну, давайте так скажем. В его жизни как минимум идет борьба, которая влияет на ваши отношения. И эта борьба может быть либо только с вами, либо с вами и одновременно еще с женщиной, которая либо зависит от этих отношений, либо влияет на эти отношения. Давайте тогда спросим, вот что вы для него сейчас? Женщина, желание, привычка или, может быть, нечто большее? Или кто вы для него сейчас? Ну, для него карма и испытания. Крест выпадает, да, то есть ваши отношения могут быть кармическими. Ну, как правило, все отношения кармические, ну, давайте так скажем, ну, серьезные отношения, если вы уж сюда попали, значит, у вас все серьезно, скорее всего, раз вы такие интересные и глубокие вопросы смотрите, поэтому вы для него карма. Вы для него крест, и вы для него испытание. Ему с вами нелегко, ну и вам с ним тоже достаточно жестко, вот так скажу. Насколько вы присутствуете в его мыслях? Насколько вы в его мыслях? Вы в мыслях не насколько, а сильно присутствуете в его мыслях. Тут прямо сила, и это еще и есть и страсть, часто это секс, и вожделение. То есть он думает о вас, ну, и в сексуальном контексте, да, и сильно думает, да, сильно много, можно так сказать, или сильно достаточно. То есть ваше присутствие, то есть вы занимаете достаточно много терабайт, да, или там каких-нибудь гексабайт его мыслей. Вот так. Хорошо, то есть вы достаточно основательно присутствуете и из прошлого, и в настоящем присутствуете, в будущем. Видите, тут две силы уже выпадает. И эти мысли формируют какие-то слои вашей кармы. Если внутри него, давайте спросим, страх сближения, да, вот страх сближения с вами.
Есть ли у него страх сближения? Ну, если он и присутствует, то он с ним как-то справляется. Да, но он не главный здесь. Здесь помимо страха сближения есть другие какие-то моменты, которые намного как бы сложнее. Я бы сказал так, что помимо этого вопроса или этого страха сближения, вы еще узнаете о других каких-то страхах. И этот страх, именно сближения, он будет не главный. Вот так. Хорошо, давайте теперь вот следующий слой. Посмотрим, вот почему вы там, где вы есть сейчас. Да, и вот в чем причина его дистанции или молчания, если таковая есть. Ну, смотрите, он чувствует, что что-то не то. Во-первых, чувствует себя не очень хорошо физически, это раз. И на то, что между вами молчание, дистанция есть, темная энергия, недопонимание друг друга, какие-то однозначно недомолвки между вами, но может быть и сильное влияние, если у вас есть соперница. Поэтому, если он молчит, это не только та энергия, которая между вами, а это та энергия, которая между вами благодаря еще кому-то третьему, с глаз. Поэтому, как минимум, кто-то мешает ему говорить с вами. Либо чисто ваша энергия, если нет соперницы. Если есть соперница, она тут может просто добавлять, да, как бы своего темного или червивого глазика, как говорится. Ну, давайте спросим тогда, вот тут понимание какое-то или информация, вот и темная информация, вот тогда спросим, что он скрывает от вас, ну, осознанно или бессознательно, вообще что скрывает, да. Ну вот смотрите, есть в нем что-то, то, что не его явно, и оно может быть как мнение, как видение или как энергия, и он это скрывает. То есть он это не он. Или его мысли это не его мысли, его взгляды это не его взгляды, его энергия это не его энергия. Поэтому есть нечто, какая-то сущность в нем, темная сущность, которую он не хочет показывать. Она иногда вылазит наружность, выползает наружу, да, или показывает свою наружность, да, так сказать, или выскакивает на поверхность, вот что я хотел сказать. И вы ее, может быть, замечаете. Может, она идет через рот. Это сквернословие или какие-то слова, какие-то, которые вас цепляют, или он там не хочет их говорить, но говорит и как бы бесится из-за этого. Потому есть какие-то, вот извините, что так скажу, как бы, да, что так скажу, что я скажу, что бесы в нем могут быть, темные энергии, да, то есть и крест здесь есть, и сущность, и глаз, то есть есть некая темная энергетика, которую он скрывает, да, осознанно или бессознательно. Хорошо, почему он не может сделать шаг навстречу, крест, да? Ну, здесь может мешать женщина, королева червовая. Может мешать семья очень сильно и зона комфорта, гнездо. То есть также может быть что-то с жильем связано, может квартира, может негде жить и так далее. Давайте тогда посмотрим, вот кто или что мешает ему действовать. Вот какие силы, да, и связи. Окей. Кто или что мешает ему действовать. Да, здесь видите мост, да, мост и развилка. Кто что мешает ему действовать? Он не может пока сделать выбор, и это дама бубновая. Смотрите, здесь очень так достаточно много женщин сконцентрировалось. Дама бубновая, дама червовая. В принципе, ладно, здесь воительница есть. И сила, здесь женская энергия. Хорошо, значит, ему мешает действовать правильный или осознанный выбор. Также могут мешать действовать деньги. Хорошо, а вот давайте так. Была ли у него мысль, что он теряет вас или упускает вас как возможность? Не делая выбора, да? Нет, не было этой мысли. Скажу так. Смотрите, здесь метла и кнут. Была ли у него такая мысль? Он ее отгоняет от себя. Скорее всего, она была в нем, точнее, да, вот так. Она в нем была. Но он ее гонит, и она не формирует в нем
чего-то главного, что вас связывает. Не эта мысль главная здесь, да, то есть он от нее освобождается и где-то, ну, здесь, видите, метла не только от избавления, а об избавлении чего-то там лишнего, да, или темного, или лишнего, но здесь есть еще и кнут, а кнут это наказание, поэтому, ну, по сути, он как бы избавляется от этой мысли, что он вас упускает, потому что он не хочет быть наказанным с одной стороны и наказывать вас. Да, то есть он как бы избегает этого, да, чтобы не казнить себя. Поэтому, да, такая мысль есть, но он ее отгоняет, чтобы как бы не делать себе больно, неприятно. Хорошо, ну, давайте теперь допустимо, да, як кажуть, припустимо, що він буде пасивним. Да? Ну, например, он будет пассивным. И вот придет ли он сам, если вот вдруг вы ничего не будете делать? Придет ли он сам, явится ли он сам? Ну, вряд ли он сам явится. Здесь темница, и как бы, знаете, может быть, даже ему и выгодно, чтобы вы ничего не делали. Почему-то у меня такое ощущение по этой карте. Ну, посмотрите сами, вглядитесь в нее. Можете поставить на паузу. У меня такое ощущение, что если вы ничего не будете делать, то по этой карте, ну вот, вряд ли он придет сам. Ну, то есть как бы есть темное идет, понимаете? Униженность, князь, сглаз и темница, ну нифига по этой вертикали я не вижу, чтобы он пошел к вам в темницу. Может он даже побоится, да, или какая-то сила темная его отпугнет просто, понимаете, о чем я говорю. Хорошо, а станет ли ситуация меняться в ближайшее время? Давайте так, с этих сторон посмотрим. Ну, дом это статично. Вряд ли. Она как бы, эта ситуация закроется сама в себе. Понимаете? То есть она будет жить своей жизнью. Нет, особо она не поменяется. Особенно если он ничего не будет делать, и вы не будете ничего делать. Нет, дом, карта статичная, король червовый. Ну, знаете как, что будет меняться, просто будут накаляться некие страсти. Да, вот такое вот. Эмоциональный накал будет подниматься. А ну, почему? Смотрите. Король червовый, дама червовая рядом, да, то есть эмоции будут крутиться. Ну, может быть, именно в доме семье что-то может поменяться. Вот это да. То есть в доме семье поменяется, но не за пределами дома и семьи. Хорошо. Какие вот он эмоции испытывает, когда вы общаетесь? Знаете, есть отторжение. Такое ощущение, либо вы очень серьезно не подходите энергетически, либо это вот неподходимость, несовместимость сформирована вот этим вот сглазом, этими сущностями. Но здесь и сейчас карты говорят, что он чувствует эмоции отторжения, когда вы общаетесь вместе. Именно эмоции отторжения. Ну, может быть, это неприязнь, да, ну, можно так сказать, или несовместимость. То есть вы его отталкиваете, понимаете? И он может отталкивать вас. То есть, ну, как бы вы так настолько поляризованы, да, вот, как, знаете, как два магнита друг друга отталкиваете. Вы два плюса или два минуса. Хорошо, что его удерживает от выбора, от признания, да? Что его удерживает от признания? О, смотрите, есть нечто важное, нечто ценное. Возможно, какая-то вещь, как подклад. Возможно, какой-то триггер. Возможно, он не разглядел еще что-то ценное. Поэтому вот эти вот факторы Скоробей. Скоробей, он больше о защите и о ценности, о каких-то дарах, о каких-то богатствах и о чем-то важном. Поэтому вот он не понимает сути важности ваших отношений, не видит какого-то важного звена, не понимает, не принимает в себе. И может быть, видите, отторжение, может быть сейчас это ссора или недопонимание, или это энергия, которая внутри него и внутри вас, да, она важна действительно, и он ее принять пока не может. Есть некий очень важный, весомый фактор, преодолеть который достаточно важно и ему, и вам. Болит ли ему сейчас что-то без вас? Болит ли ему сейчас что-то без вас? И что болит, если что-то болит? Ну, такое.
карта достаточно сложная. Возможно, ему скучно просто. Возможно, просто скучно. Ничего больше не добавлю сюда. Здесь игра, азарт. Здесь просто вот эндорфины, да, какие-то вот... Каких-то гормонов не хватает, по-моему, поэтому это скука больше. Хорошо. Давайте вот теперь посмотрим с вами следующий уровень, да, вот как бы его уровень. Вот что он хочет, не может признать в общем, да, такое вот в таком контексте, вот о чем он мечтает в отношении вас или по отношению к вам. Не знаю, здесь либо он очень страстный к вам, либо хочет все разорвать и разрушить. Прям выпадает сегодня смерть, да, ну такая карта, она какая мечта может быть по смерти? Во-первых, смерть это всегда у нас скорпион, это страсть, это пристрастие какое-то, да, то есть он либо мечтает владеть вами как князь, да, полностью, так, чтобы вы полностью ему принадлежали, да, чтобы вас вот как испепелить своей энергией, либо просто от вас избавиться. Поэтому здесь уже смотрите по своему самочувствию. Ну, потому что расклад-то общий. И здесь эта карта, она достаточно глубокая, да, и она о чем-то таком, что, может, он боится признаться и себе, и вам, да. Поэтому, как минимум, это не лучший аспект, о чем он мечтает о вас, но здесь страсть, да, до потери всех жизненных сил. Но карта в достаточно негативном подтексте. Здесь униженность, князь, сглаз, темница и смерть, но явно не светлая вертикаль. И эта карта не делает эту вертикаль светлее. Поэтому не самые светлые мечты по отношению к вам у него. Будьте осторожны, ну как минимум изучайте более внимательно вашего партнера на уровне его хотелок, его желаний, его фантазий. Возможно, у него фантазии настолько жесткие, что вы просто физически их не потянете. Такое тоже бывает, кстати. Чего он боится в союзе с вами? Давайте просто спросим. Да, рядом как раз вот эта карта. Чего он боится в союзе с вами? Ну вот смотрите, он боится воздержания. То есть для него сексуальное взаимодействие с вами, оно очень важно. И возможно здесь это и есть страсть. Поэтому у него какие-то безумные сексуальные фантазии по отношению к вам. Ну здесь выпадает так. А вы смотрите по своей ситуации, в вашей ситуации воздержание и смерть, они могут иметь какой-то другой контекст. Я даю самый распространенный контекст, самый бытовой. А вы уже смотрите по картам вот и как бы и интерпретируйте ее в своей ситуации, потому что все-таки общий расклад. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим, вот насколько сильны его чувства, если мы уберем вот этот контроль воздержания, да? Отторжение проверяем. Если мы убираем контроль, то он заходит в тупик. Не знаю, почему такой парадокс. Вот поставьте на паузу и напишите. Почему, как вы считаете, его чувства заходят в тупик, если пропадает контроль? То есть, может быть, ему контроль нельзя снимать. Может быть, этот скоробей есть тот контрольный знак какой-то. Может, он какой-то все-таки игроман там или не сдерживает какие-то свои страсти. Скажу так, его чувства заходят в тупик, как только контроль он теряет. Да, вот так. Ну, это что-то на грани или нонсенса какого-то, парадокса, или какого-то безумия. Есть ли у него ощущение судьбоносности вашей связи? Есть ли ощущение судьбоносности вашей связи? Есть это ощущение, но оно на уровне ощущений. Но мы здесь крест вытаскивали, поэтому да, ему так кажется, давайте так скажем. Да, ему так кажется, но учитывая то, что у него, когда пропадает контроль чувства,
пропадают или заходят в тупик. Вот тогда и судьбоносность заходит в тупик, да, но как бы становится абстрактным и тупиковым. По-моему, у меня такое ощущение, им управляет какой-то бес, условно говоря, с глаз, который сексуальный бес какой-то почему-то у меня идет. Вот если бы не обстоятельства, был бы он с вами? Давайте спросим, если бы не обстоятельства, он бы был с вами? Да, если бы не обстоятельства, он бы был с вами. Ну, зеркало, да, он бы был частью вас, но здесь высшее я. То есть, да, скорее всего, обстоятельства очень сильно еще и влияют на это. Поэтому, да, это, скорее всего, такие кармические отношения. И ему так тоже кажется. И здесь обстоятельства действительно играют и светлую роль, и темную роль. И из глаз, да, и что-то хорошее тоже есть. Не бывает все абсолютно черным, да, мир не абсолютно черный или не абсолютно белый. Мир серый, да, и у этого серого есть 50 оттенков, как говорится. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим. Вот. То, что мы не видим, ну, давайте так назовем это широту эту, да, магический или невидимый фактор, который влияет на ваши отношения. Вот есть ли на вас или на нем какое-то энергетическое влияние, привязка, вмешательство? Вот мы проверяем вот эту карту, вот эту и вот эту, да, сейчас. Хорошо, давайте проверим, есть ли на нем, на вас, ну, в общем, есть ли какие-то привязки и вмешательства. Да, кто-то подтачивает вашу энергию, выпадает именно крысы. Крысы часто говорят об энергетическом пробое. Поэтому вам, ну, желательно либо укреплять свою защиту, ну, либо делать диагностики непосредственно на себя, на него, на отношения. Ну, лучше, конечно, делать отдельно на себя, отдельно на него. Это лучше всего. Поскольку здесь и воздержание, и смерть, и тупик, и сглаз, и, господи, сущность и марионетка, да, вот из таких карт. Ну, есть метла, но она там больше в таком контексте. Скоробей больше о защите, тупики есть, как бы. То есть, да, скорее всего, кто-то, ну, подкрысивает ваши отношения, да. Ну, крадники, может быть, есть. Могут закрывать дорогу мужчине, да, могут делать остуды, могут привязки сексуальные делать различного рода и так далее. Вот давайте тогда спрашивать, вот кто может влиять на его решение тайно, именно тайно? Кто может влиять на его решение именно тайно? Какая-то женщина, ну, сейчас она, скорее всего, на него не влияет. Все-таки есть это, вот видите, бездействие. Сейчас эта женщина пока не воздействует на него, скорее всего. Но, опять-таки, это не значит, что она не воздействовала раньше и не будет воздействовать позже. Понимаете? То есть, ну, бездействие. Можно сказать, что либо никто, либо женщина. Сейчас эта женщина пока ничего не делает. Но учитывая то, что у нас крысы есть, ну, я бы сказал, что все-таки эта женщина пока приостановилась по какой-то причине. Может, вы сделали чистку, отвязку, там, ну, защиту поставили, да, ударили ей, бумеранг ей отправили, да, сделали какой-то обряд по перекладу или там, ну, в общем, короче, промагичили, да, против нее. И она сейчас может и бездействовать. Может без сил, может приболела, такое тоже бывает, да. Вот если женщина, давайте спросим вообще, да, вот мы видим, что бездействует. Вот если какая-то женщина, которая его просто удерживает или в тупике держит, да, вот в таком, вот удержание тоже, видите, вот эта карта воздержания. Если это женщина, которая его пытается удержать. Да, есть такая женщина, скорее всего, и он либо борется с ней, либо вы боретесь с ней. Либо вы боретесь вдвоем с ним, с ней. Слышите, да, то есть вот так. И с ним боретесь, с ней, и с ним еще боретесь. С ним. Слышите, да, как интересно, да? С ним боретесь с ней, и с ним боретесь с ним. Ну вот так. Да, скорее всего, борьба такая есть. Сейчас она отдыхает, сейчас она как бы, ну, взяла тайм-аут, как говорится, да. Хорошо, происходит ли между вами кармическая отработка? Вот уточняем по этой иллюзии.
кармическая отработка происходит. Да, между вами еще и кармическая отработка происходит. Смотрите, борьба и огонь — это однородные стихии, в принципе, идут. И огонь — это больше по карме, по судьбе. Поэтому да, еще это и кармическая отработка. Вот что говорит его душа о вашей связи? А душа и говорит, там, как его там, Майкл, да, или Джон, или там, ой, Билл, ну и так далее, да, Стив и так далее, да, вот работаю, да, я работаю, я отрабатываю карму, видите, как интересно, классно, да, борьба, огонь, работа, поэтому его душа говорит о вашей связи, что ему нужно работать и прилагать какие-то усилия, он говорит, да, я заработал, я заслужил себе это, да, вот так. Хорошо, давайте теперь приблизимся к самому такому одному из важному вопросу. Вот будете ли вы вместе? И посмотрим. Вот первый вопрос на крыс положен. Да. Есть ли у вас будущее, учитывая то, что у вас прямо унижение, князь тут, мания величия, да, какое-то, потом сглаз, потом темница, смерть и крысы, да, вот. Есть ли у вас совместное будущее? Но все-таки есть оно. Я вот не скажу, что его нету в этом раскладе. Оно тут достаточно такое сложное прямо. Мост и лестница. Да, есть. Да, есть пока. Хорошо, есть. Лестница. И по лестнице можно вниз, можно вверх. Тут уже вы сами будете смотреть. Лестница — это всегда связи и о возможности либо спуститься, либо подняться. Либо подняться, если упали, или спуститься, если вас прям занесло далеко-далеко вверх. Давайте спросим тогда, вот как бездействие, да? И вот как раз эта карта будет нам сейчас раскрывать, как будут развиваться отношения в ближайшие месяцы, если сейчас все застряло. Ну, медленно и неактивно, не ахти. Все, не ахти, жадность. Жадность. То есть каждый из вас не будет торопиться открываться, не будет идти навстречу, будет без ресурса и не будет стараться действовать, отдавать. То есть не в ресурсе будет. Поэтому пассивно, не ахти, шатко-валко и без результата как такового. Каждый будет пытаться выкрутить свою выгоду из этих отношений. Какие перемены ждут вас вдвоем? Ну, это пауза, глубокая пауза, заморозка, остуда и непонимание друг друга, то есть дистанцирование, лед. Руна Иса. Вам вот, если хотите, чтобы этого не было, вам сейчас прямо на запястье лучше нанести руну Совело, молния. Ну, на крайний случай можете нанести руну. Какую же вам еще такую, чтобы вас погрело? Ну, руна Ларгус может быть, но она больше женская. Давайте лучше Совело или Дагас. Дагас — это такая бабочка или лемниската. Хорошо. Готов ли он к семье, союзу и ответственности? От обстоятельств. От обстоятельств и от энергии, от чувств и от интуиции, которая внутри него. Учитывая то, что внутри него не самые светлые энергии, но его готовность будет затягиваться. Темные силы достаточно сильно влияют пока что на него. Хорошо, а вот если он предложит вернуться, да, вот стоит ли вам соглашаться? Стоит ли вам соглашаться? Ну, смотрите. Здесь выпадает дама трефовая. Тут нужно понимать, если дама трефовая — это вы, и если вы овен, стрелец и лев, то скорее всего да. А вот если вы не дама трефовая и вы не огненная стихия, то нужно быть очень-очень осторожной и понимать, что если вы согласитесь, то вас может ждать опасность. Змея — это опасность, всегда опасность, она даже может быть или скрытая, или открытая. Поэтому если вы готовы к опасностям, приключениям, то тогда соглашайтесь. И если вы овен, телец и лев, ну тогда, овен, лев и стрелец оговорился. Ну, может быть, телец тоже, смотрите, тут по ситуации, раз уж я сказал. Хорошо, а вот такая
Вот если вам уйти вдруг, да, вот что он почувствует, если я решу отпустить его, вы решите точнее, да, если вы решите его отпустить, что он почувствует, проверяем вот эту карту. Ну, он почувствует, что он вас теряет. А учитывая то, что тут есть жадность, то он будет пытаться за вас зацепиться. Ну, окей, неплохо пока. Захочет ли он бороться за вас? Давайте спросим, как раз жадность проверим. Да, он будет вас пытаться не пускать из виду и держать вас на связи с собой, понимаете, да? То есть, ну, будет пытаться вас забалтывать, да, вот, или пытаться вас контролировать речью, вот так вот, общаться, видеться как-то, всадник, да, то есть это всегда коммуникация и быть первым человеком для вас. Хорошо, вот если, вот появится ли другой мужчина в вашей жизни, как раз мужчина и лед, появится ли другой мужчина в вашей жизни? Ну, смотрите, ребенок это классная карта, но она как бы не о мужчине, а о какой-то неожиданности, либо о наивности. Поэтому смотрите, если вы считаете себя наивным человеком, тогда этот мужчина может и не появиться. Если вы не считаете себя наивным человеком, а считаете себя чистым, непорочным человеком, как ребенок, да, вот условно говоря, ну тогда этот мужчина может появиться. Слышите, да? Только если вы считаете, что вы наивный, слабый, доверчивый, все, тогда мужчина здесь будет как манипулятор, наоборот. Понимаете, да? А если вы считаете себя там ангелоподобным или подобной, да, то тогда, конечно, тут этот мужчина может быть. Поэтому, я по ребенку скажу, это неожиданность и наивность. Я скажу, что скорее да, неожиданно, но для этого нужно быть чистым, очищенным, как минимум от влияния этих отношений, чего, скорее всего, у вас нету пока что. Ну, хорошо, вот что вы поймете, если отпустите ситуацию? Вдруг отпустите, да, вот что вы будете понимать. Если вдруг вы отпустите ситуацию, вы почувствуете или поймете, что все попытки тщетны. Что как минимум, если вы ничем не управляете, да, не влияете на ситуацию, то она меняться никак и не будет. Что все попытки тщетны. Если вы не влияете или отпускаете ситуацию. Хорошо, и давайте тогда спросим, вот что вы теряете, цепляясь за это? Вот держитесь вы за эти отношения, тогда что вы теряете? Ну, вы теряете очищение. Видите, вам карты намекают на то, что здесь дело как минимум нечистое. И чем дольше вы цепляетесь, тем в более глубокие и не самые чистые пучины вы погружаетесь. Поэтому тут как минимум у меня такое ощущение, что мужчине выгодно здесь быть с вами, да, именно ему быть выгодно с вами. Почему? За счет каких-то темных энергий, которыми, может быть, он изобилует и вам перепадает. А нужно ли вам это уже вот большой-большой вопрос здесь, да, вот особенно по вот этим двум картам, как говорится. Ну окей, давайте тогда спросим у карт и подытожим, да, вот сделаем какой-нибудь вывод силы или сильный вывод, да, или силу и вывод почувствуем. Вот какой ресурс вы можете открыть в себе через эту связь, раз уж вот так вот тут все так темненько. Какой ресурс вы можете открыть? Вы можете открыть в себе воина. Но это уже для тех, кто немножечко любит Кастанеду, уважает, слышал, знает. Ну или вообще как бы это путь мага или путь знания или путь силы по сути. Да? Поэтому как бы вы можете открыть в себе некую силу, которая может приблизить вас к воину. В том понимании воина, к которому вы сейчас готовы. Да? Какой урок вам важно усвоить прямо сейчас? Ну, жизнь это лотерея. И иногда в этой лотерее есть приятные подарки, а есть не очень. Вот так вот почему-то хочется сказать. К чему вас ведет этот путь? Вот этот вот путь, да, к чему он вас ведет? Где-то это наказание. И вам придется, вы еще не получили то наказание. Ну,
где-то, или может быть вы себя наказываете, но этот путь — это путь наказания, путь боли, к сожалению. Но такая карта. Почему? Вот поставьте на паузу, да, и напишите мне в комментарии, почему вам выпадает это наказание. Может быть, вдвоем с этим человеком подгребаете энергию бумеранга. Вот какой итог ждет вас двоих, да, если вы останетесь верны своим чувствам? Ну, видите, а с другой стороны, даже если есть наказание, то если вы останетесь верны своим чувствам, то это будет справедливо. Какие бы ни были у вас чувства, в пользу этих отношений, не в пользу этих отношений, будет справедливо, если вы останетесь своим чувством. Поэтому, если вы топите за справедливость, как говорится, да, то останьтесь верны своим чувствам. Тогда это будет справедливо как минимум, ну, для вас, может быть, и даже для вас двоих. Ну и какой итог, или точнее, какое послание вам передает Вселенная через эту ситуацию, через этот расклад Таро? Любви все возрасты покорные, любви сердца, любви все возрасты покорные, и любви все сердца есть дома, да, ну то есть как бы в каждом сердце есть дом для любви. Вот я так об этом хочу сказать. Смотрите, здесь, если вы действительно любите и имеете чувства к нему, да, то возможно, где-то путь воина и карма, да, карма. И испытание в процессе этой кармы даст вам возможность познать любовь, рассмотреть все ее оттенки и испытать ее все вкусы и, может быть, звуки. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя. Любите себя и мир, который окружает вас. И помните, что иногда влюбленные или любовь действительно стоит того, чтобы за нее стать воином. Ну а жизнь так или иначе преподнесет свой подарок. Ведь все-таки карма существует. Оставайтесь на связи и до встречи. Пока-пока.